Безмолвная пустыня Негев. Ветер гонит золотистую пыль между камней, и вдруг перед тобой, словно мираж, появляются очертания города. Это Шифта, древний оазис, застывший во времени. Город не был крепостью, здесь не было привычных городских стен, вместо них защиту создавали сами дома. Их строили по краю, вплотную друг к другу, и они формировали замкнутый периметр. Этот город возник в первом веке как остановка на пути благовоний. Караваны, груженные миром и ладаном, останавливались здесь, чтобы отдохнуть и идти дальше. Сначала это были только натянутые шатры из козьей шерсти и костры, у которых грелись погонщики. Постепенно вокруг этих остановок появились стены, потом дома, потом улицы. Люди научились жить там, где казалось, что это невозможно. Теперь это был уже не перевалочный пункт, это был город. Сейчас здесь царит тишина, но воображение легко дорисовывает другое – мерный стук копыт по каменным плитам. Перед нами жилой дом. Здесь сохранились каменные скамьи и ниши. Но больше всего привлекают арки. Они служат не просто опорой, а вратами в мир прохлады. Внутри дома царит спасительный полумрак. Толстые стены из светлого песчаника надежно хранят ночную свежесть. Рядом места для животных. В некоторых домах конюшни располагались на первом этаже. Здесь до сих пор можно увидеть каменные кормушки-ясли, встроенные прямо в перегородки между стойлами. Сквозь узкие, высоко расположенные окна внутрь прорываются острые лучи света. В этих столбах золотистой пыли кажется, что время остановилось. В IV веке христианство стало официальной религией Византийской империи. В пустыню Негев потянулись монахи-отшельники и паломники. Жители не просто приняли новую веру, они вложили в нее все свое мастерство и силы. Церкви Шифты – это три ориентира среди песка. Они не подавляют человека своей мощью, но возносят его дух к самому небу, которое здесь кажется ближе, чем где-либо еще. Южная церковь – самая древняя и уютная. Она встречает тебя тишиной, которая копилась здесь столетиями. В центральной апсиде когда-то стоял алтарь, а стены были украшены фресками. Главное ее сокровище – баптистерий. Представь монолитную глыбу камня, в которой древний мастер высек купель в форме креста. Здесь в полумраке храма происходило таинство крещения. Прямо к стене баптистерия бережно прислонилась маленькая мечеть. В ее скромном зале михраб указывает на Мекку, находясь всего в нескольких шагах от христианского алтаря. Это соседство, стена к стене, стало высшим символом Шифты. Центральная церковь – это сердце города. Она буквально втиснута в жилой квартал. Это создает ощущение, что храм был домашним. Ее архитектура скромна, но безупречна в своих пропорциях. Северная церковь – это парадные ворота для паломников. Самая грандиозная и величественная, она стоит на окраине, открытая всем ветрам. Перед храмом раскинулась широкая площадь, окруженная колоннадой.
Здесь когда-то собирались сотни верующих, наполняя пустыню шумом голосов. Храм был призван поражать воображение. Это была не просто церковь, а могущественный монастырский бастион на краю мира. Когда над пустыней Негев сгущались тяжелые свинцовые тучи, город замирал в ожидании. Жители города превратили архитектуру в уникальную систему сбора воды. Венцом этой гениальной системы были общественные бассейны. Когда частные цистерны наполнялись, излишки воды по главным каналам устремлялись в огромные открытые резервуары. Пустая каменная чаша постепенно наполнялась водой. Здесь, у бассейна, смыкались все нити городской жизни. Вода, собранная по капле с каждого дома, становилась общим достоянием, символом того, что Шифта – это единый организм. Среди каменного безмолвия Шифты скрыта еще одна глава ее истории – древние винодельни. Сначала они почти неразличимы, сливаясь с общим ландшафтом. Перед нами давильня. В сезон сбора здесь стоял невообразимый гул и сладкий аромат. Сюда, под палящее солнце, приносили корзины, полные сочного винограда. Его рассыпали по нагретому камню и давили ногами, превращая плоды в рубиновый сок. По тонким, вырезанным каналам эта драгоценная влага медленно стекала в глубокие нижние чаши. Виноград посреди выжженной пустыни кажется чудом, но для Шифты это было обыденным торжеством жизни. Это лучшее доказательство того, что здесь не просто боролись за существование, здесь умели наслаждаться каждым даром земли. К VIII-IX векам Шифта начала погружаться в глубокое молчание. Небо, прежде дарившее жизнь, сделалось глухим. Дожди стали редкостью, и великие бассейны, некогда полные жидкого серебра, превратились в пустые чаши. Жители не бежали отсюда. Их уход был похож на печальный, но торжественный ритуал. Хозяин дома в последний раз обводил взглядом прохладу комнат, касался рукой гладкой арки, державшей свод его дома сотни лет. Он не бросает свой кров, он передает его на хранение самой пустыне. Они уходили с семьями, забирая с собой самое ценное, но оставляя город в безупречном порядке. Многие двери и окна были аккуратно заложены камнями, как запечатывают сокровищницу, надеясь однажды вернуться. Шифта превратилась в огромный ларец, закрытый на ключ, который люди доверили ветру.